Шалом, друзья! Сегодня мы продолжаем серию 10 секретов или ключей успеха царя Соломона. Это уже 4-я встреча. Первая была о стремлении к мудрости. Вторая, мы с вами разговаривали о страхе, о трепете, который нам необходимо испытывать к Богу, потому что это начало мудрости. Третья встреча была посвящена понятию дат или глубокому интимному познанию, которое дает практику жизни. Сегодня мы поднимаемся на следующий уровень. То, что делает мудрость практичной, применимой, настоящей. Итак, сегодня наша тема – бина. Или, говоря на понятном нам русском языке, исследование. Что же такое бина? На иврите корень этого слова – бет юд нун – бин. Он связан с идеей понятия в смысле вникать, различать и, как следствие, понимать. Вот это то, что иногда не хватает некоторым людям. Ну ты же понимаешь. Подожди, давай еще раз. Вот теперь понимаю. Бина – это не просто знание фактов. Это способность разложить сложное по полочкам. Сложное на простое. Это как будто бы ты заглядываешь внутрь явления или какого-то механизма и сходу понимаешь, как все устроено. Бина – это не вспышка озарения. Это работа разума. Это тренировка и процесс мышления. И можно сказать, что бина – это анализ. Или бина – это опыт. Чем же она, бина, отличается от других библейских понятий, которые использует царь Соломон? В притчах мы уже с вами выучили 3 ключевых слова. Хохма – мудрость, дат – знание или познание, бина – понимание. Бина встречается 14 раз в книге притчи. Слово «навон» относится к человеку разумному, понимающему. И это образовано от слова «бина». Еще 29 раз. Итого 43 раза это слово Соломон использует в своих книгах. Мне кажется, что стоит обратить внимание на такое количество использованного понятия. То есть, это центральное понятие мудрой жизни. Без бины невозможно быть действительно разумным. Именно бина соединяет вдохновение с действием. Бина – это когда ты не просто видишь, а понимаешь, что ты видишь. Приведу пример. Видение и понимание. Представьте себе человека, который родился в джунглях, и вот он попадает в современную медицинскую клинику, смотрит вокруг, видит хирургов, оборудование, мониторы, человека, лежащего без движения. Задайте ему вопрос, что он видит? Он видит картинку. Что он понимает? Возможно, ничего. Или то, что он понимает, не соответствует той реальности, которая происходит. Мы с вами увидели, что видеть – это не значит понимать. Вот почему в Библии мудрость всегда идет в паре. Хохма – это увидеть, бина – понять. У пророка Даниила построена аналогичная структура. «Я увидел в видениях», он пишет, это хохма. «И вникал, и мне было открыто», это бина. Так пишет один из известных пророков Израиля. Наш мозг, он представляет из себя образ бины. Человеческий мозг – это загадка сегодня даже для ученых. Даже для нейрохирургов наш мозг не изучен до конца. Это как черный ящик, который управляет мыслями, речью, движением. Мудрость – это не то, что можно схватить и увидеть. Мудрость – это понимание, это то, как мозг интерпретирует, анализирует и связывает вместе увиденную картинку. То есть, другими словами, бина в этом примере – процесс обработки и расшифровки информации. Определение бины в Священном Писании очень простое. Соломон в книге «Притчи» говорит следующее. Для познания мудрости и наставления, для усвоения слов разума. То есть бина существует для того, чтобы
принимать, воспринимать и осознавать. И я бы сказал, что бина – это наша цель мудрости. Это расшифровка общей картины, построение взаимосвязей и то, как мы легко можем сделать общий вывод. Приведу пример. Маленький ребенок разбирает игрушку. Нет, он не ломает. Он хочет понять, как она устроена. Почему она говорит, или почему она едет, что у нее там внутри, что заставляет ее как-то вести себя по-другому. Вот это и есть в начальном таком варианте в зародыше бина, которая проявляется у ребенка. Другими словами, исследование. И как следствие понимание. Конечно, ребенок, который разберет игрушку, скорее всего, ее поломает. Но он будет делать это много раз и приобретет привычку. И в конце концов научится не ломать, а видеть, как это работает. Давайте применим это к духовной жизни. Как в духовной жизни нам применить вот эту глубину бины? В притчах написано: начало мудрости – страх, а мы с вами уже говорили, трепет перед Богом. И познание святого – разум. Здесь используется слово бина. Интересно, что в иврите дат, мы с вами об этом уже говорили в прошлом видео, дает кадош, святой, да? А познание святого – это интимное познание. Это познание на личном уровне. То, как Всевышний открывается вам, Он открывается только вам. И вот это личное познание ведет к бине. То есть практическое глубокое понимание Бога, с которым мы взаимодействуем, дает нам бина. Это практика отделения одного от другого. Например, умение отделять добро от зла, истину от лжи, святое от обыденного. Как развивается бина? Когда мы слушаем: «Мудрый услышит и умножит знания, и разумный навон», тот, у кого есть бина, приобретает мудрые советы. Бина начинается с умения слушать и вникать. Второе. Примеры. Когда мы понимаем слова мудрых, бина развивается через анализ чужого опыта. Третье. Посторонний объект. Когда мы наблюдаем и исследуем кого-то другого, нам проще анализировать. Себя исследовать сложно. Нам нужен внешний пример. Иногда другим проще указать на наши слабости. Четвертое. Поиск. Соломон говорит: если будешь искать ее, бину, как серебра, и отыскивать как сокровище. Это труд, это сосредоточенность, это напряжение. Ты не просто ждешь вдохновения, ты исследуешь, копаешь. И вот здесь происходит связь с трепетом Божьим. Тогда ты уразумеешь страх Господень и найдешь познание Бога, бину. Мы воспринимаем страх как эмоцию, но здесь сказано, через исследование ты начинаешь благоговеть, восхищаться, трепетать перед Богом. И это не чувство, это результат бины. Ты начинаешь осознавать, кто Он. Итак, бина – это не просто ум, это духовная дисциплина, это способность соединять сердце и разум, вдохновение и действие. Царь Соломон подчеркивает: настоящая мудрость требует исследования. Ты не можешь просто сказать «мне открылось». Ты должен сказать «я понял, я исследовал, я разобрался». Какие сферы в своей жизни ты исследуешь? Ты пытаешься понять, что происходит вокруг, или просто реагируешь? Просишь ли ты у Бога не только мудрости, но и понимания? Подумай об этом. А в следующем видео мы поговорим о другом секрете, о понятии «давар». Оставайтесь с нами.